Итак, спасибо, что зашли. Это канал на заметку. Продолжаем разговор о самых парадоксальных фобиях. Первая часть в предыдущем видео, ссылка в описании. Микрофобия – страх перед маленькими предметами. Одним из видов этой фобии является страх микробов. Но вот что интересно, некоторые источники пишут, что этот страх может проявляться в довольно необычном виде. Человек боится уменьшиться, стать микроскопическим. Бывают ли такие случаи в реальности, выяснить не удалось. Но даже если так, по сравнению с последними в нашем списке, это был бы не самый нелепый вариант. Страх самого страха. Фобофобия. В отличие от других, этот страх вызван не внешними объектами и обстоятельствами, а внутренними ощущениями. Люди с такой фобией начинают бояться последствий страха, ухудшения самочувствия, психического здоровья и так далее. Как результат, фобия сливается с первоначальной, которая ее и вызвала. Куда как более странной можно считать гипофобию – страх недостаточного чувства страха. При виде чужой реакции на что-то пугающее, у человека может возникнуть чувство, что раз он этого не боится, значит с ним что-то не так. Такие люди начинают проверять себя, рисковать жизнью, лишь бы найти тот самый подвох. Гипофобия бывает временной, например, при алкогольном опьянении. Но есть, конечно, и постоянные стадии, это более грустная история. Следующая довольно странная фобия – страх гравитации, барофобия. Насколько сильна гравитация? А вдруг она нас расплющит или наоборот ослабеет и мы улетим в небо? Все эти вопросы мучают таких людей. При этом подобные аномалии, по их мнению, произойдут только с ними, а не во всем мире. Они будут всячески избегать самолетов, аттракционов и подъема тяжелых вещей. Даже легкий предмет в их понимании может их раздавить. Казалось бы, что страшного в пуговицах, но и для них есть свой страх – кумпунофобия. Этим страдает каждый 75-тысячный человек. Их пугает, что пуговицу можно случайно проглотить, оторвать, потерять или чем-то через нее заразиться. Так что после того, как чьи-то пуговицы соприкоснулись с одеждой, ее смело можно выбрасывать. Мусоросжигатель. В общем, проблем достаточно. Почему такая реакция возбуждается именно пуговицами, непонятно. Зато дырочки в них способны возбудить трипофобию – страх скопления отверстий, бугорков, кругов. В тяжелых случаях это может касаться даже пенки кофе или собственной кожи, покрытой порами. Страдающие трипофобией боятся, что из дыр могут вылезти насекомые, а иногда и того, что любое отверстие может засосать их, как черная дыра. Специалисты не спешат официально признавать это явление фобией, хотя количество людей с таким страхом с каждым годом увеличивается. Субмеханофобия – страх неприродных объектов под водой. Панику может вызвать даже фотография затонувшего корабля. Че ты орешь, что это кораблик? Понимаете, я подводник, мы если так близко кораблик видим, все, хана. Происхождение фобии связывают со страхом неизвестности. Как эти объекты попали туда, что произошло? При этом под водой у предметов еще и цвет меняется, свет неправильно от них отражается. В общем, неприятных ассоциаций возникает сразу много. Итак, тройка победителей. Название следующей фобии удастся произнести не каждому, по крайней мере с первой попытки. Ну попробую. Гиппопотомонстросескипедалофобия. Страх длинных слов. Лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе. Те самые вулканы Попокатепетль и Эйяфьядл-Лайокюдль даже упоминать не стоит при обладателях этой фобии. Интересно, что название страха хоть и звучит несуразно, но все же имеет свой смысл. Следующая фобия называется гораздо проще – юфобия. Да, это страх английской буквы Ю. Судя по тому, что информации по этому поводу немного, страх довольно редкий. Но, видимо, это правда. Вы спросите, чем же может напугать буква? Самая страшная буква в русском алфавите – это буква Ж. Как описала этот страх одна пациентка, ей кажется, что в Ю можно упасть как в яму. Буква может проглотить человека. Даже само название говорит по-английски «ю», «ты», как будто она все время преследует тебя. Кстати, о слежке. Возможно, вы заметили, что за вами все это время следила утка. Да, это тоже реальная фобия, анатидаефобия. Человеку все время кажется, что где-то в мире есть утка, которой не все равно, где ты и что ты делаешь. При этом утка ничем не угрожает, она просто следит за тобой. Возникнуть такая фобия может после неудачной встречи с утками или гусями в детстве. Несмотря на парадоксальность, фобия может не покидать человека в течение многих лет.
Ну что ж, это были самые странные фобии в мире. Помните, если встретите людей с такими страхами, пожалуйста, поддержите их. Ведь представляете, как тяжело жить, когда тебе угрожают хорошие новости, облака, пуговицы или шпионская утка. Всем спасибо за просмотр и пока.